Вашему вниманию представляется бесконтактная радиолокационная полариметрическая кардиография. Сейчас я объясню, зачем это нужно, и попытаюсь расшифровать самые разные термины, которые будут встречаться в моем сообщении. Вы можете видеть, что на экране осциллографа наблюдаются периодические выбросы, совпадающие с моей частотой сердечных сокращений. Но у меня сейчас есть тахикардия небольшая, по понятным причинам. Я только умостился в кресле, и мы наблюдаем вот эту самую мою кардиограмму с тахикардией. Что это за метод, для чего он нужен и что из этого можно, так сказать, полезного извлечь? Давайте начнем с самого начала. То, что я держу на груди, это антенна. Антенна передающая. Передающая антенна мультистатического радиолокатора, передача которого генерирует непрерывный сигнал. Монохроматический, разумеется. За спиной у меня находится приемная антенна, которая принимает этот сигнал и оценивает поляризацию этого сигнала, прошедшего через мое тело, в частности, через область сердца. Мы потом вам представим, чуть позже, буквально в следующем фрагменте, представим вам более детальную первую запись еще, как только она была получена, этой самой полариметрической кардиограммы, с более детальными пояснениями, тестами на вдох-выдох и так далее. Сейчас я просто попрошу обратить внимание на следующее. Когда я подношу передающую антенну к телу, у меня появляется эта самая кардиограмма. Когда я ее убираю, кардиограмма исчезает. Еще раз. Подношу, кардиограмма появляется. Отношу, кардиограмма исчезает. Это совершенно новый подход к записи бесконтактной кардиографии. Думаю, что, наверное, даже уверен, что мы это сделали впервые, потому что до настоящего момента, более 10 лет, уже десятки лабораторий, причем очень, как сказать правильно, наверное, известных, очень квалифицированных, занимаются бесконтактной кардиографией в интересах контроля оператора, в первую очередь водителя автомобиля. То есть там потенциально огромный рынок. Они не из человеколюбия этим занимаются, понятное дело, но это очень перспективное дело. И самое главное, что важное и полезное. Пока сделать это никому не удалось. То есть получены очень хорошие результаты бесконтактной электрокардиографии. Но уверенной записи, допустим, в салоне автомобиля от водителя машины, которая движется по дороге, нет. И вряд ли будет. Но это я тоже немножко попозже объясню. Сейчас просто хочу зафиксировать следующие вещи. Если я выключу передатчик, то у меня наступит вот что. Приемник, настроенный на эту частоту, вот он сейчас настроен на прием частотно-модулированных сигналов, он потерял несущую, то что называется, и мы слышим характерный шум частотного дискриминатора. Вновь включаем. Теперь нам нужно доказать, на будущее, чтобы было, так сказать, запомнено, что прибор этот работает с микромощностью. То есть мы выполняем нормы по радиочастотной безопасности, и находясь вот в таком положении на теле пациента, как я сейчас сделал, когда у меня пошла моя кардиограмма, он в течение многих часов не принесет ни малейшего вреда по самым жестким санитарным нормам. Я убрал антенну. Для того, чтобы это показать наглядно, а это очень непросто, то есть нужна измерительная аппаратура, нужно вводить в курс дела и доказывать, и показывать, сделать такое объемное исследование, мы предлагаем ознакомиться с таким решением. То есть я сейчас возьму при включенном передатчике нашего устройства
и на той же частоте включу брелок. Обычный брелок, которым мы пользуемся все. Сейчас антенну, чтобы она... Да, вот так вот даже сделаем. Вот так вот мы сделаем сейчас. Вот. Да нет. Вот так, да. Еще и вот так. Что наша антенна дальше от приемника, чем этот брелок. Неправильно. Пускай будет одинаково, ладно. Извините. Вот. И что произойдет? Вот я сейчас нажимаю на кнопку брелка. Еще раз нажимаю. То есть в данном случае мощность этого маленького бытового передатчика много больше мощности нашего источника сигнала. То есть мы здесь имеем очень низкие уровни. Ну, цифру я могу сообщить. Вот на этой антенне минус 12 дБ милливатт. Реально планируется где-то минус 40 дБ милливатт. То есть при дальнейшей разработке и производстве. Таким образом, что этот ничтожный сигнал будет не только соответствовать всем мыслимым и немыслимым нормам по безопасности радиоизлучения, но далеко превосходить их. Как это работает? Ну, наверное, то же самое. Долго и трудно объяснять, что такое вектор Джонса, как происходит поляризация сигнала человеку, который с этим мало знаком, мало работает. Поэтому я просто покажу. Мы возьмем эту антенну, разместим в пространстве с некоторым положением. И вот сейчас мы начнем ее покачивать вдоль продольной оси. Смотрите. Смотрите на экран осциллографа. У нас появился такой синусоидальный сигнал, который показывает, как колеблется эта антенна, как именно она вращается. Вот я остановил. Еще раз. Она вращается. Я остановил. Еще раз. То же самое происходит при прохождении радиочастотного сигнала через околосердечную область. Нам удалось обнаружить абсолютно новый, никем ранее не зафиксированный физический эффект вращения поляризации раствора, в данном случае имеется в виду изотонический раствор, то есть то, что составляет основу крови, в зависимости от величины ускорения этого раствора. Более того, нам удалось зафиксировать акустические волны, проходящие через этот самый раствор с помощью полариметрического такого измерителя. Вот в сущности, что произошло. Когда мы начали работать с этим прибором, выяснилось, что проходящая через сердце кровь и разгоняемая сердцем кровь изменяет вектор поляризации на приемном конце системы. То есть происходит то же самое, как если бы я покачал антенну на некоторый угол. Еще раз. Качаем, антенна неподвижна. Качаем, антенна неподвижна. То есть то же самое производит наш физиологический раствор, то есть солевая основа крови, грубо говоря. И благодаря этому мы можем фиксировать сердечные сокращения в том виде, как это и происходит. То есть, когда начинается внутрисердечный разгон крови, то есть, когда из предсердия в желудочке начинается смещение крови, когда происходит выброс из сердца, это второй больший пик. И третий, это когда идет возврат в обратном направлении по аорте и легочной артерии с закрытием клапана. То есть мы можем оценить частоту сердечных сокращений и форму этого сигнала, обусловленную ускорением крови внутри сердца и за пределами сердца, то есть оценить деятельность сердца так, как нам это нужно для того, чтобы его контролировать. Этим метод выгодно, так сказать, отличается от других вариантов использования бесконтактной кардиографии. Это первая, вероятно, в мире запись в процессе сердечной деятельности с помощью радиолокационного метода. На экране вращение поляризационного вектора рассеяния, ПВР, его проекция на одну плоскость, и мы видим в течение времени
регулярные выбросы, совпадающие с частотой сердечных сокращений. Но для того, чтобы убедиться, что это действительно отторжение сердечной деятельности, сделаем... экстрасистова прошла. Сделаем контрольный вдох. У меня должно наступить уменьшение частоты сердечных сокращений. Потом выдох и увеличение частоты сердечных сокращений. И форма этих комплексов должна измениться. Вдох. Выдох. Ну, как видим, у меня еще есть, несмотря на возраст, дыхательная аритмия, что радует. Радиолокатор микромощный, минус 6 дБ. Сигнал ортогонально поляризованный. Конструкция достаточно примитивная, вычислители еще пока аналоговые. Прибор не показывает, а макет довольно непрезентабельный. В общем, где-то так. Будем надеяться, что это найдет применение для контроля оператора, водителя и так далее. Итак, давайте разберемся с тем, как все это планируется использовать и почему это важно. Ну, за прошлый год в мире погибло 1 350 000 человек в автокатастрофах. Раненых, понятно, втрое больше. И немалая часть, наверное, около процента, может быть, чуть меньше, всех этих событий связано с тем, что состояние водителя в той или иной степени не соответствовало требованиям его внимания, концентрации, принятию решений и так далее, и так далее. И некоторое количество подобных проблем было обусловлено именно состоянием здоровья. В первую очередь нарушением сердечного ритма и так далее, и так далее. То есть здесь нужно учитывать, что эта тема контроля сердечной деятельности водителя, доведенная до реализации, даст возможность получить хороший результат в смысле предупреждения всякого рода неприятностей и катастроф, и сохранения жизни в том числе. То есть это достаточно важно. Как это все реализовать? Для этого, естественно, нужна бесконтактная кардиография, которая пока, как кардиография, электрокардиография, пока не получается и вряд ли получится. А вот с радиолокационными методами дело, конечно, обстоит значительно лучше. То есть мы предполагаем использовать все это показанное оборудование следующим образом. Антенна, то есть это активная антенна с передатчиком внутри. Я сделал одну такую, у них разные типы антенн. Но передатчик микромощный, поэтому фактически его питание это не проблема, там доля миллиампера на него уходит. Он планируется к размещению в ремне безопасности. То есть у нас в самом автомобиле складываются идеальные условия для радиолокационного метода такого типа. То есть нам нужно получить поворот, я сейчас покажу, поворот этих антенн вот так то есть под 45 градусов. И как раз все идеально подходит для ремня. Это приемная антенна, то есть она монтируется внутри кресла, предполагается монтировать ее внутри кресла. В действительности она, конечно, может быть существенно меньше, значительно более плоская, компактная, легкая, но это все вопросы последующей опытно-конструкторской работы, ни в коем случае не первых опытов исследовательского типа. То есть это уже совместная работа инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, и тогда все это будет уже иметь окончательный, законченный. Так вот, нам нужно иметь две антенны. Вот здесь находится тело нашего пациента. Одна находится в самом ремне, то есть сконструировать ее в ремне достаточно, это вполне реально.
То есть человек даже не будет замечать, что там вообще где-то. Ну, ремень будет чуть-чуть, может быть, в одном месте толще, а все остальное, так сказать, будет как и было. Вот, вмонтированная в спинку кресла приемная антенна тоже, ну, он никогда не узнает, если, конечно, не начнет там это кресло открывать каким-то образом, вскрывать и так далее. Вот. И получается, что этот метод как раз идеально подходит именно для автомобильного варианта. Вот. Ремень, от него никуда не денутся. Все равно ремень пристегивали, пристегивают и будут пристегивать. А вот это совершенно необходимо. Антенна в кресле, ну, понятно, кушать не просит. Как стояла себе, так и стоит. Система обработки – это цифровые процессоры. Там достаточно просто все. И, хотя, конечно, придется поработать. Вот. Ну и вопрос, как выдавать предупреждения и каким образом потом принимать решения, это уже вопрос компетенции специалистов по безопасности автомобильного движения. Там, понятно, что нужно уже сотрудничать с ними. В принципе, по стоимости производства, если это будет запущено, допустим, в массовое производство, то продукция будет очень простой, очень дешевой. То есть здесь буквально десяток микросхем там и парочка в другой антенне. Вот. Как индицировать, тоже это вопрос проектировщиков, собственно, автомобиля или, опять же, специалистов по безопасности. Это уже, другой вопрос. Но запустить все это реально. Вот, реально. Можно, конечно, попытаться сделать все это и у нас, в нашем Failed State. Есть люди еще, еще не совсем головы все выбили, но при погибшей науке, образовании и прочем, все это будет очень трудно. Плюс работать в области производства в наших условиях, это все равно, что себе на голову что-то положить, но не будем говорить, что. Вот. Поэтому, если кто-то заинтересуется этой проблемой, то, пожалуйста, там есть адрес, можно будет списаться, связаться и так далее, потому что вот сейчас получилась группа инженеров, работающих даром. Это Александр Крамаренко, я, Андрей Крамаренко и Оксана Савенко. Сейчас мы пока втроем этой тематикой занимаемся. Вот дальше будем посмотреть. Вот. И если из этого что-то получится, конечно, было бы очень здорово. Потенциальный рынок, для господ бизнесменов, потенциальный рынок, конечно, огромен. Вот. Если бы этим занялась бы какая-то автомобильная компания, это вообще было бы идеально. Черт кто знает, снимешь, не свяжешься, не спишешься, вообще никак не выйдешь, они же ни писем не читают, ничего. Вот. Да, статья по детальному анализу всего этого дела и с многими разными непонятными словами прилагается в описании, можно тоже ознакомиться. Вот. Это в сущности все. Единственное, что можно добавить, черт кто знает, как будет в дальнейшем, но хотелось бы увидеть это все живьем. Да, разумеется, я в свою машину все это монтирую, сделаю запись одновременную и контактной электрокардиограммы стандартной, и этого метода синхронно на планшете. Это уже следующий этап, будет сделан, безусловно. Вот. Я показывал все это в аналоговом варианте, то есть у меня от приемника до осциллографа все это соединено кабелем, именно для того, чтобы исключить вариант фейка, потому что сейчас, как это говорят, сейчас такое количество всякой липы идет по самым разным пропагандистским каналам, что даже как-то даже неудобно даже как-то и что-то объявлять, что он у нас действительно работает. Для того, чтобы убедиться, что это действительно работает, читайте статью. Спасибо.